Всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео из венецианской штукатурки. Простой способ, своими руками можно это сделать. Давайте посмотрим и будем комментировать в процессе работы. Мы взяли вот такой вот планшет, он у нас был уже нанесен, на нем была нанесена декоративная штукатурка. Нам она надоела, и мы ее закрашиваем. Вы то же самое можете сделать у себя, если у вас стены не фактурные, то есть взять их, загрунтовать, ну где-то может дефекты какие-то подправить и красить. В данном случае особой подготовки идеально гладеньких стен не требуется. Краска влагостойкая, валик с мелким ворсом, красим в круговую, углы верха низа кистью, все остальное красим валиком и раскатываем хорошенько, чтобы не было стекающих каких-то остатков. Цвет каждый выбирает под себя. Если кто-то не может выбрать, мы вам поможем. Мы этим занимаемся. Материалы комплектуем, оформляем доставку. И также подбираем цвета. У нас достаточно неплохо, могу сказать, это получается. Краска сохнет часа 2-4, все зависит от влажности. Может и дольше сохнуть, может и вообще быстро, может через час высохнуть. Ну, то есть все вот это покрасили и оставляем сохнуть. Подсохла подложку, делаем венецианку, имитируем срез камня. Штукатурка декоративная, венецианская, белая и вперемешку с колером. То есть добавляем туда и прямо вот так вот вперемешку наносим. Вот прямо так. Шпателем или кельмой. На стене будет удобнее кельмой. Ну да, на стене кельмой и удобнее, и быстрее. Слой, наверное, миллиметр, мне кажется, много даже будет. Ну, такой не толстый слой. Цвета под себя регулируете, кому какой хочется цвет. Зеленый, голубой, красный, любой. И кто-то сейчас подумает, что это уже готовый вариант, и это мы считаем красиво. Но это не все. Сейчас будет интересный момент. Не переключайтесь. Наносим участок небольшой, потому что штукатурка венецианская сохнет достаточно быстро. Вы, если работаете на стене, то делаете себе, 50 на 50. Небольшой участок. Вот у нас сейчас вот этот образец 40 на 60, 50 на 60 размер сантиметров. 50 сантиметров на 60 сантиметров. Наносим и ждем прямо интересного момента. Я прям сама уже жду. Берем гребешочек, вот такой вот расчесочку 200-рублевую. И вот так вот трясущейся рукой и имитируем вот такую фактуру. До того, как показать вам, мы уже подобный образец наносили. Он очень нравится клиентам. И мы решили вам его тоже продемонстрировать. Почему бы и нет. Много запросов на нанесение своими руками. То есть люди хотят это делать. И не боятся нисколько. И вот такие вот легкие способы помогут вам оформить ваш интерьер в любом абсолютно цвете. Нанесли фактуру и продолжаем следующий участок. Соединяемся, пока штукатурка сырая. Еще раз повторяю. Не нужно наносить штукатурку на всю стену. Нужно нанести небольшой участок с верхнего края, левого, например. Нанесли участок, гребешком фактуру сформировали. Следующий участок наносим и соединяем его с предыдущим, пока штукатурка сырая. Когда она высохнет, будет уже сложно сделать так, чтобы полотно было единым. И вот так вот трясущейся искусственной рукой формируем фактуру. Направление руки также может быть разным. Вот видите, вот так. То есть можно, как вот фантазия вам позволяет, так и делайте. Сохнет. И сохнет. Оставляем сохнуть. Когда материал еще не до конца высох,
То есть он еще полуживой, и он еще движется, если к нему прислониться инструментом. Мы можем вмешать дополнительный цвет для более естественного, может быть, образца. То есть у нас внутри первый слой, он вроде как уже и подсох немножко, но он еще движется. И мы добавляем эффекта. Дал объем он нам. За что зацеплять материал? Ну так оно, да. Это можно делать с помощью шпателя или кельмы. Кому как удобно. Нанесли, получается, краску, потом нанесли венецианскую штукатурку двух цветов, основной был белый и немножко подмешали черного, нанесли с помощью гребеночки такой расчески и формировали рисунок, ждали, когда немножко он подсохнет, схватится, и нанесли еще второй слой, тоже вмешивали цвета, и ждем полного высыхания, дальше продолжим. После высыхания штукатурки можно или кельмой, или вот таким вот япончиком. Покажи, пожалуйста, япончик. Вот такой япончик. Можно приполировать венецианскую штукатурку. То есть тем самым мы зададим ей блеска немного. И как бы сейчас поймаем вот так ракурс. Вот так. Вот, ну видно. Вот. Так, смотрите. Если мы присмотримся сбоку, сейчас найдем этот момент. Вот, видите? То есть фактура поверху блестит. Вот. И одновременно это не полностью гладкая поверхность, а такая фактурненькая. Вот хорошо видно. Очень хорошо видно на стене, когда это в помещении. Вот так.